Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Решила я сегодня пораскрашивать в волшебных раскрасках «Мир сказок». Это у меня давно купленная, поэтому она у меня двусторонняя и, соответственно, фломастерная. Не стала я из нее делать одностороннюю, так как, в принципе, я не скажу, что здесь очень много раскрашено, но и немало, поэтому я решила уж не заморачиваться. Если бы еще здесь даже есть развороты, поэтому, в принципе, я решила оставить все как есть. И сегодня раскрашу вот эту иллюстрацию, соответственно, фломастерами, и обязательно пораскрашиваю на камеру. В конце месяца такая отдыхалочка, потому что, например, в «Волшебном мире Средиземья» очень сложная работа, она мне дается как-то прям вообще не идет, и надо отвлечься. Ну что ж, давайте приступим. Я, кстати говоря, сегодня была в Fix Price. Я туда ходила хлебцы покупать, доктор Кернер, и такие еще какие-то подешевле, но они тоже с хорошим составом, но он может быть чуть-чуть попроще, но хороший. И я, конечно, понимала, что там будут продаваться только продукты и товары первой необходимости, но я была очень удивлена, потому что, например, были доступны продукты, была доступна бытовая химия, но раздел с губками для мытья посуды, с тряпочками был закрыт. Меня вообще это очень удивило. Прям очень удивило. И потом вообще, что считать товарами первой необходимости, потому что, это как бы странненько. По факту даже, я не знаю, как бы это очень странно, по крайней мере, могли бы уже по запросу давать товар, потому что, пусть кассир бы пошел, принес, или там вот парень стоит, у всех температуру измеряет. Так почему не найти тогда работничка, который будет выдавать то, что нужно? Потому что заказывать под самовывоз или еще что-то, у них на сайте далеко не все представлено. Ладно. Короче, сейчас беру фломастеры, и мы с вами пораскрашиваем. Вот мне, кстати, интересно, в Ашан, как там дела будут обстоять. Потому что я вчера и позавчера ездила в Ашан, закупать необходимые продукты. В смысле, там, кому интересно, будут влоги, но там ничего особенного. Тем более я грандиозных закупок не делала, я просто приобрела себе и собаке гречку, потому что она там максимально дешевая, при этом хорошего качества, и поэтому я ездила. Просто у нас гречка-то уходит с ушастиком 12 пакетов в месяц, я 2, он 10, и поехала. И, конечно, так ходила, смотрела, еще взяла там, всякое. И вот там на 3-м этаже, Ашан двухэтажный же, в общем, на 2-м этаже, грубо говоря, там продаются всякие товары, бытовая химия, косметика, одежда. И вот в косметическом отделе, по-моему, где зубная паста, мыло, что-то в этом роде, там поставили кассу с терминалом для оплаты. Интересно, как оно будет проходить и зачем. Вероятно, вот закроют ли все остальные отделы, непонятно. С одеждой, с остальным. Там очень много выложили всего к Новому году. И одежду, и ледянки всякие выложили. Странно, конечно. И зачем там тогда касса, непонятно. Для быстроты, что ли, обслуживания, хотя... В общем, я не поняла. Посмотрим, может быть... в это воскресенье я абсолютно точно там не буду.
у нас отменилось занятие. К тому же оно отменилось просто заранее. А потом не знаю, как оно будет. Даже интересно, надо будет почитать, что там у них. В пятерочке-то все везде открыто. Единственный отдел, где там посуда, прочее, полупустой. Вообще прекрасно. У меня подружка, соседка, мы с ней с собакой гуляем. Она что-то заморочилась по поводу сигарет, а ей другая и алкоголя, ну, то, что там какие-то алкомаркеты будут закрываться, а ей другая подружка говорит, а зачем, на что тебе Валберес? Она говорит, как? Там же не продается. Говорит, почему? Очень даже продается, по крайней мере, сигареты. Но мне, конечно, тема сигареты и алкоголя вообще не актуальна. Но все чудесатие и чудесатие, честно говоря. Ну, понятно, к Новому году все откроют. Но я в тот Новый год не отмечала, а этот тем более из принципа. Промежуточный результат вот такой. Но поскольку фломастерами я крашу сейчас минимально, то для меня даже было в удовольствие. А вот это Сильверхоф, которые я ругала, они внешне-то вроде и похожи, а по на фломастеры ашановские, но на деле отвратные, просто отвратные. Но при этом вот протекает тоже минимальное количество, ну ашан вообще не протекает. В общем, сейчас дальше приступлю. Хорошо, что у меня все-таки много фломастеров голубых, синих я накупила, потому как, ну, огромные масштабы здесь. Я даже не знаю, может быть, учитывая то, что здесь я не предполагаю ничего красить, ну или, по крайней мере, буду потом, то, может быть, есть смысл вообще залить синий цвет акварелью, ну, потому что здесь просто свихнешься красить вот это вот. Каждый элемент, может быть, и правда взять акварель, да, раскрасить. Понимаю, что далеко не всем нравится, когда мы красим раскраски по номерам, но, знаете, я считаю, что влоги, они всегда хороши своим разнообразием. И вот я даже переживала по поводу того, что там как-то я сейчас чуть ли не день в день, а чаще всего день в день крашу. Но с другой стороны, это тоже хорошо. Наперед красить хорошо, и иногда день в день красишь, ну, это как бы тоже еще больше, да, все-таки влоги такие, хобби, когда зритель смотрит, да, на какие-то эмоции, на все и понимает, что это вот сегодня было. Это тоже хорошо, поэтому, ладно, нормально. В общем, в том месяце я здесь, по-моему, ничего не красила, в этом месяце уже показывала вот эту иллюстрацию, и я подумала, ну, наверное, надо что-то еще раскрасить, пусть это в конце концов будет вот разворот. Почему-то мне хочется сейчас вот раскрашивать по номерам. И мне, конечно, безумно нравится, я уже не один раз сказала, что здесь текст. И у каждого будет свой оранжевый, желтый, зеленый, красный, коричневый. Ну, в общем. Ладно, давайте приступим. Я, честно, не очень понимаю, что это такое, но вот мы и проверим. Не, ну, желтый, это что? Вроде как и физиономия, вроде как и яблоко, и вообще не поймешь. Ну, много на что похоже. Это тоже эффект сюрприза. Ну вот, посмотрим, раскрасим, узнаем, что тут у нас получается. Не, ну, с виду-то вроде как яблоко, с другой стороны, если и на какую-то физиономию тоже похоже. Во всяком случае, пока что. И учитывая рядом тыква, и такая тематика, не знаю. Любопытно даже.
Возвращаясь к теме там Нового года, ну, мне, в принципе, вообще было нормально его не отмечать, поэтому в этом году я, наверное, повторю то же самое. Если можно будет, что называется, гулять, ездить и тому подобное, то, скорее всего, попробую осуществить то, что не получилось в том году, а именно 31-го поехать в парк Ходынское поле. Ну, я просто не ездила, потому что мне там зуб удаляли. Не до того было. Вернее, я ездила в день удаления зуба. Мы с Ниной ездили, Нина Art Magic, но просто я хотела именно 31 декабря, но не сложилось, и 1 тоже не сложилось. Как-то не до того. А вот в этом году, если вдруг получится, то да, съезжу, погуляю, и будет прекрасно. У меня этот месяц очень какой-то суетливый такой. Очень скучаю вот по моментам, когда много сидишь, раскрашиваешь. Ну, как-то с режима сошла. Сейчас еще такое настроение, оно уже и неплохое, но и явно не хорошее. Вот желтым я, конечно, буду, да, за кадром делать, потому что иначе потом исправлять придется. Вот. Потому что вчера, я в лайф-влоге, он еще не вышел, рассказывала, что пожилая соседка из другой квартиры, вот Зоя, она умерла в больнице. Деменция, возраст. Очень жаль. Да, это оказалось яблоко, теперь уже понятно. Вот. И по сути законченный разворот. Конечно, как мне нравится, что вот здесь рамочки, хотя бы потом не будет вот этих сюрпризов, когда раскраска там раскроется получше и вот. Тоже с обратной стороны все в порядке, хотя в принципе-то они по размеру одинаковые, как бы и здесь ничего не заметно, не попорчено. Вот раньше я как-то чаще ее задействовала, надо и, может быть, в ноябре тоже побольше ее, может быть, даже в каждом видео. Нет, я не спешу ее заканчивать, я бы даже скорее, наоборот, расстроилась. Я расстроюсь, честно, когда она у меня закончится. И даже если я буду разве что каждый день, если по одной красить, то она быстро закончится. Просто еще в дорогу хорошо с собой брать. Хотя я не знаю, когда я теперь куда-то поеду. И вот. И не сказать, что, знаете, сейчас путешествовать тоже не самая приятная вещь вот это, потому что даже дело не в масках. Скажем так, полно моментов. То есть, например, ехать в маске – это не очень приятно всю дорогу. Иногда смотришь на людей, которые, допустим, едут, чихают, кашляют, да, и при этом вот именно они без масок едут. А суть, в общем-то, в том, что сейчас такая ситуация, что если даже у кого-то будет банальная простуда, да, с температурой, но ничего такого серьезного. В любом случае, если это кому-то передастся, доставит кучу проблем, как вы понимаете. И помимо этого у нас же везде досмотр, на вокзале, да, то есть это значит, помимо масок, еще одно неудобство, оно уже стало привычным, но это просто вот так в копилку, плюс тебе везде там температуру измеряют, еще один вот этот момент, и везде ты как бы вот этих минусов копится, и ты понимаешь, что да, его вообще как бы. Тем более, что сейчас вот в холодное время года, летом жарко, сейчас меня, видимо, все не угодишь. Сейчас тоже
одеваешься как капуста, а где вот на этих досмотрах и прочем тебя тормозят, то тебе начинает уже и жарко, и, короче, не знаю. Вот, поэтому, может быть, не стоит и зацикливаться на этом, и красить ее в свое удовольствие, и не париться. Это, знаете, как с косметикой, с миниатюрками, которые в свое время складировались, и даже где-то использовались, когда я еще в гостиницах останавливалась, потом это просто стало неактуально. Когда приезжаешь в Питер, там твоя косметика. Ладно, это видео я буду завершать. Благодарю вас за просмотр. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Я вам желаю, конечно же, прежде всего здоровья, чтобы эти дни, ну и все дни, и особенно вот эти сидения дома были максимально уютными, комфортными, чтобы вам было чем интересным заняться, получать удовольствие. Еще раз благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока.